Всем привет! Меня зовут Ксюша, и вы на моем канале о кроликах. В этом видео я хочу показать, как выращивать овес в домашних условиях разными способами. И я хочу заснять весь процесс от начала и до конца, то есть от посадки и до того, как мы будем кормить этих миленьких маленьких морд. Ну что, приступим? Вот такой мешок земли я заказала в Ашане. Подобную можно купить почти в любом супермаркете. Насколько я помню, есть даже в фикс-прайсе. Я взяла универсальную для того, чтобы подходила и для цветов, и для проращивания трав. Овес я заказала на Озоне, стоил он в районе 200 рублей. Вес такого мешка 1 килограмм. Специально взяла много, чтобы у кролика всегда была свежая травка. Приступим к посадке. Первый способ – это классическое проращивание в земле. Здесь все довольно просто. Сначала стелю невысокую земляную подушку и совком разбиваю комочки. Затем поливаю. В принципе, это можно сделать и в конце. И посыпаю землю зерном. Сыплю много, так как не все прорастет. После того, как мой садоводческий ген говорит «хватит», я заканчиваю хаотичное разбрасывание зерен и снова укрываю их небольшой земляной подушкой. Овес легко прорастает, и ему не страшны такие тесные условия. Потом я решаю снова полить землю, так как она кажется мне суховатой, и решаю показать готовый результат вам. Вдруг вы что не увидели на столе или забыли, как я выгляжу. Все то же самое я проделываю еще с 2 контейнерами, так как одного моим кроликам точно будет мало. Напомню, что сейчас у меня живет 5 кроликов. Второй способ – это проращивание овса без грунта. Я просто беру контейнер, наливаю в него немного воды и засыпаю зерна. Многие предварительно замачивают овес, но я для себя не вижу в этом смысла. Обычно я закрываю контейнер пищевой пленкой, но в день посадки я не могла ее найти, поэтому решила использовать пакет. Что было фатальной ошибкой, овес заплесневел на второй день. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. В связи с этим вывод. Накрывать нужно чем-то прозрачным, легко пропускающим свет, держать в теплом и светлом месте. Еще лучше использовать фитолампу. Когда все посадки закончены, остается только расставить все по местам и наблюдать за ростом. Хочу отметить полезные свойства овса для кроликов. В нем содержится цинк, ниацин, марганец, кислоты, фолиевая кислота и витамины. А также при регулярном употреблении улучшается процесс пищеварения. Ну что, давайте теперь посмотрим, как обстоят дела с проращиванием. Вот такие результаты показал овес, посаженный в землю уже на 3-й день. Первые 2 дня я особо не замечала никаких изменений, но после рост значительно ускорился. На 4-й день я уже не удержалась и сорвала пару травинок для кроликов. Такой вот щедрый подарок я им преподнесла. На 5-й день никаких значительных изменений не произошло. Но я поставила фитолампу, и Рекси решила мне в этом помочь. На 6-й день все выглядело так, а к вечеру 7-го овес был уже готов к сборке. Несмотря на плотную засадку, густого травяного ковра не получилось, так как не все зерна проросли. Исправить это можно предварительным замачиванием зерен и вылавливанием всплывших. Они не прорастают, но занимают место. Траву я всегда собираю без корня, чтобы она могла прорасти и второй раз. Вот такой пучок мне удалось собрать. Ну что, идем кормить кроликов? Клайда овес ни капли не заинтересовал, он больше любит сухие травы, что на пользу остальным кроликам, так как они просто обожают свежую травку. Рексию и кролю долго уговаривать не пришлось, они с удовольствием принялись поедать овес. Несмотря на то, что в их рационе достаточно трав, овес они воспринимают как деликатес и не отходят, пока он не закончится. Также и мадам Веслоушки, Дона и Тики. Они ведут себя как вечно голодные. Вырастить овес без грунта у меня не получилось. Трава проросла, но заплесневела. Возможно, из-за того, что я накрывала зерна пакетом или добавила слишком много воды. Кроликам такое давать, конечно же, нельзя. Но я не стала сдаваться, так как раньше уже проращивала овес похожим способом, и все получалось. Я решила провести эксперимент с предварительным замачиванием зерен. Результат будет в моем телеграм-канале. Ссылку на него я оставлю в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, мне будет интересно узнать ваше мнение.